Юнусбек Бамангеревич, спасибо, что нашли для нас время и согласились побеседовать. Вот на Северном Кавказе молодежная политика — один из самых острых моментов на данный момент, потому что безработица и экстремизм процветает, соответственно, нужно направлять энергию молодежи в правильное русло. И недавно вы выступали с заявлением об ответственности чиновника за поступки своих детей. Но в то же время проводятся такие форумы, как Машук и Домбай. Вот как вы оцениваете инициативы, которые сейчас проходят в этом направлении? Я не скажу, что у нас процветает безработица и экстремизм. Наоборот, идет на убыль. Тем более мы сокращаем, в частности, я про Республику Ингушетию скажу, мы на хорошие пункты сокращаем безработицу, вводим такую практику, как именно устройство на работу молодежи. Даже в нарушении закона Российской Федерации, с учетом у нас особый регион, заставляем увольнять тех, кто достиг пенсионного возраста, хотя они имеют и дальше право работать, но мы исходим из того, что у нас молодым дороги в своем большинстве нету, и вот эту карьерную лестницу для молодого, она, чтобы более-менее была бы ясна. Поэтому даже мы на такие вещи идем, и идем на эти вещи ради молодежи в том числе. И поэтому, конечно, то, что мы наблюдаем в динамике, что было прошлого года, и что сегодня, разница и вовлечение молодежи в экстремизме намного меньше, и в обеспечении молодежи рабочими местами намного больше на сегодняшний день. Даже форму, которую мы в этом году внедрили впервые, понимая, что всем выпускникам вузов работу нельзя дать, то есть по априори таких профессий нету. Мы выбрали 68 человек, которые закончили высшее учебное заведение с отличием. И все 100% они устроены на работу. Даже вот мы на такие шаги даже пошли. И, конечно, мы проводим беседы в школах с 9 по 11 мной поставленной задачи, чтобы детям объяснять и помогать в выборе профессии. Я это перед студентами или перед абитуриентами тоже выступаю, я тоже объясняю, что от того, что вы выбираете профессии юриста, экономиста, это не значит, что вы ее получите. Надо самим просто выбирать себе профессию и понимать, а что есть. У нас получилось, что в этом году закончили по линии экономического направления 375 человек, а должностей свободных экономических в республике всего лишь 26. Та политика, которая сегодня проводится, вы знаете, как Машук организовывался, это, в первую очередь, я знаю, как это все начиналось, это в первую очередь благодаря Александру Геннадьевичу Хлопонину. Почему? Потому что мы посмотрели на Селигер, и после того, как Александр Геннадьевич Хлопонин стал руководителем округа, вот эта тема поднялась, и с главными субъектами эта тема обсуждалась, и принято было решение, чтобы организовать свой кавказский Селигер, назовем его Машуком, и там на Машуке. И сегодня это движение набирает обороты. И к нему сразу же подхватили эту идею уже не только на уровне округа, но и на уровне субъектов. И молодежный форум в Домбае, который проводится, молодежный форум у нас в Ингушетии, Таргим, он уже набирает не только всероссийский или там окружной, он уже международный. Почему? Потому что с каждым годом у нас уже прибывают там иностранцы, и канадцы, и англичане, и с Нидерландов, то есть с разных государств мира приезжают люди. И это, опять же, и не просто капелька в общую политику, в молодежную политику региона, а это довольно серьезное подспорье для участия молодежи в общественной жизни, вообще в жизни не только региона, но и государства в целом. Даже я бы назвал и такие брендовые кавказские игры, которые стали уже брендом нашего округа. Это тоже большей частью молодежное направление. А какие игры? Это довольно такие брендовые игры, и собираются все там, и хотя в основном участвует молодежь в этих играх, это традиционные виды спорта, которые были у кавказских народов, и это все показывается. Но когда выставляются кавказские подворья всех кавказских народов, это колоссальный труд, и огромное количество через это все проходит. И знаете, что удивительно, когда люди говорят, что мы не то, что там хотим, чтобы нашей культурой
интересовались там другие регионы России. Мы даже сами, соседи, живущие рядом, не совсем знаем свою культуру, свои обычаи. И обходя подворье своих народов, своих соседей, многие удивляются тем или иным вещам. То есть это тоже шаги такие, чтобы больше вовлечь молодежь в общую систему общественной жизни страны и регионов. Но я бы особо отметил, мы сейчас начинаем такое хорошее движение задействования дворовой молодежи. Мы больше занимаемся интеллектуальной молодежью, пусть не обижается дворовая молодежь, я так называю тех других, но у нас активность проявляет дворовая молодежь, та, которая она не всегда привлечена к каким-то вещам. Вот мы сейчас в республике этим занимаемся, и мой помощник, советник по этому направлению, и председатель молодежного комитета, они мне в ближайшее время доложат именно стратегию общей молодежной политики, ну и часть этой стратегии – это упор на дворовую молодежь. И посмотрим, что из этого получится. Ну, мне кажется, это действительно интересный проект, Да. поскольку эти два вида молодежи, скажем так, не очень между собой коррелируют, и, соответственно, да. что отправлено на одно направление, второе пропадает впустую. Вот вы говорили о положительной тенденции. А можно какие-то цифры узнать? Цифры такие, что мы за лето 2011 года почти 800 человек, молодых ребят, у себя в республике, которые стройотрядами и рабочим бригадам участвовали в общественной жизни, в том числе не только получая за это зарплату, но еще бесплатно. Цифры такие, что мы провели в 2011 году порядка 170, вот на память говорю, молодежных различных мероприятий, акций с участием молодежи, вовлекая молодежь, разные слои молодежи в этом направлении. И, конечно, то, что мы увеличили бюджет молодежного комитета с 20 миллионов в 2011 году до 50 миллионов в 2012 году. Это довольно хороший, серьезный рывок. И сейчас на 2013 год мы, наверное, в таком же виде оставим, но те мероприятия, которые мы закладываем, мы их нарастим еще больше. Потом, опять же, я подчеркиваю, дело не в самом молодежном комитете, который там проводит мероприятия. У нас Министерство спорта, это все мероприятия, которые проводит Минспорта, это в своем большинстве почти 90% молодежные мероприятия. И соревнования, и акции, все, что там проводится. А там не на 9, не на 10, не на 20% возросли, а они выросли на 150, на 200% мероприятий Минспорта только в этом году с участием молодежных. У нас, если до 2010-2009 года проводились только 3 различных таких региональных соревнования, то сегодня их проводится в республике за 11 и вот сейчас, не помню, 12 год, ну за 12 год только вот берем, их проведено более 80 различных видов соревнований, тех, которых не было никогда. И это же колоссальное привлечение молодежи. И людей, занимающихся спортом, увеличилось. Если у нас раньше было там охват занимающихся спортом порядка 2-3%, то сегодня уже 9% населения детей, ребятишек занимаются спортом. И не только в ФОКах. Мы создаем населенных пунктах, как типа народного стадиона, клепаем различные там тренажеры спортивные и над этим работаем. Мы сегодня изучили опыт Москвы, где, я не боюсь ошибиться, модное такое слово там, иностранные вот, дворовые площадки спортивные. И 15 ноября я открываю 4 такие площадки в республике, а в следующем году до 30 таких площадок расставим. Это именно в программе дворовой молодежи, чтобы она не по углам там шарилась, а именно занимались бы там, силу накачивали бы на спортивных площадках, чем-то были бы заняты. Свою дурь там используют уже чисто на турниках, на брусьях, на этих вещах. Вот такие цифры у нас на сегодняшний день есть.